после работы все равно становится тяжелее. Я не быстро, нормально? Ну и что ты решил повернуть сюда теперь? Licht hat sie. Ja, Licht, das ist ja... Боли не чувствует. Да, конечно. Муха какая-то сказки упала. Сказка была. Так же работает. Ну что, поехали? Раз, два, три. Вот, короче, человек. У него сейчас первосезонник. Взял мотоцикл на прокат. Соответственно, мы сейчас выезжаем с ним прокатиться, чтобы он почувствовал чуть-чуть мототехнику. Жалко, что мотоцикл еще пока не его. Но это не страшно. Мотоцикл-то можно приобрести. Он сделал права в том году. Права приобрел. А мототехнику не успел купить. Там корона. Сейчас, короче, он взял его вот так вот на прокат за неплохой тариф. В принципе, мне нравится тариф такой. Ну, почему нет? Недорого. Как бы относительно он неделю сейчас кататься будет. Так, а что это он? Запах такой. Воняет. От кого бензином воняет? От нас, что ли? Нет, у нас все чисто. Так, сейчас проедемся. Скорее всего, в сторону Заурланд. И что, мы туда поедем? На Ридберг поедем. Потом когда-нибудь в повороте у меня камера вывалится, блин горевые. Ну, короче, вот чувака у нас. Подъедь сюда! Kawasaki классическая C900 Cafe Racer. Все, вот, красавчик. Даже звук такой же у него, кстати. Зеленый. Нормально. Да, Nissan Micra, короче, проворонил. Мы теперь стоим здесь. Жопу греем. Ну а что, мне в принципе приятно. Так стоишь. Такой теплый, такой жар прям даже. Блин, у меня уже что-то перчатки, короче, уже в них руки сварились. А я взял сегодня еще с собой полностью кожаный, не летний, как обычно ездил. Хотелось ему показать бы пару красивых дорог, поворотов. Он сейчас едет сзади, весь на эмоциях, само собой. Ездит вот сам, как бы после мотошколы, наверное, 3-4 дня ездит прям на мотоцикле. Он все, довольный, классно все. Я говорю, ну, надо ему покупать свой. Там где-то вдали полиция была. Да, полиция сзади едет. Наблюдает за нами. Но я, в принципе, что мне-то? Не торопимся. Едем спокойно.
здесь еще более-менее, но сейчас у нас взялись вот эти вот штрафы сильные дают. Там, короче, наказывать стали прям. А что про штрафы я уже, наверное, раза 3-4 говорил в своем видео. И буквально вчера прихожу домой, и в почтовом ящике письмо. И какое письмо? Догадайтесь за 2 секунды. Что за письмо я получил? В этом письме, как обычно, я тут чуть-чуть где-то ехал быстрее. Самое удивительное, вообще нетипично для Германии, меня сфотографировали сзади. Обычно фотографии сзади делаются где-нибудь в Австрии, в Голландии, но не в Германии. Пришла фотография, где номер машины сфотографирован сзади, и лицо мое, главное, фотография сбоку. Я не знаю, как у них получилось меня сфотографировать. Но факт остается тем, что фотка есть. Прошло уже 3 недели, потому что она пришла сперва на фирму. В конце концов, они потом прислали мне домой, это все через 3 дня позже. И я опять буду донатить за превышение. Последний мой донат за превышение стоил нормальных денег. Человек передвигается, первосезонник, никогда не думал, что это буду говорить. Вот не прошло 2 года, он теперь едет тоже сзади меня на мотоцикле, довольный. Просто сейчас надо вот реально с ним первые разы ездить, показывать, аккуратно быть, чтобы все хорошо прошло. Я ему сказал, не торопись, если чуть отстаешь, я подожду, вообще без проблем. Не надо пытаться меня догнать или еще что-то. И что вот я смотрел на Kawasaki егошник, C900, там RS, как Cafe Racer, да, и прикольная вообще вещь. Мне он нравится по посадке, на нем сидеть, как вот классическая такая вот посадка у него, naked bike. Сидишь ровненько, сел, так сцепление раз, все, он пошел. И он класс, у него звук такой же, у него сейчас спереди наконец-то светодиодовая стоит фара, она классическая, круглая, как положено, как будто он 92-го года выпуска. Все, управляет техникой. Это ж круто, когда он так осознанно делает. Да, вот после работы, я сегодня, кстати, думал, тоже будет тяжеловато, но ничего, вроде на мотоцикле проехал 130 километров, легче стало, потому что если домой вернемся, я, наверное, упаду и все. После работы все равно становится тяжелее. Вот после того, как мне исполнилось 30 лет, на чего вот это вот приходить, на работе энергию оставляешь, чувствуешь это, то есть... А пофиг, поехать сюда. Так, теперь нам надо... Вперед. Поедем здесь. Уже мы двигаемся в правильном направлении. Одному ездить это одно, а вдвоем все равно интереснее.
сам чувствую иногда, вот пару дней не поездишь, и это прям напрягать начинает, да. Но у нас в этом году дождь достал, вот вообще достал. Я помнится, мне 2 года назад я прям мог бы каждый день ездить, там мне работа не давала, я много работал. Сейчас как бы работы тоже еще немало, но вот эти вот дожди, это что такое, я не понимаю. Едет чувак, спит. Ладно. Деревушка мелкая здесь. Шутки шутками, а так и есть. Никого. Красота. I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. Что, себя нормально чувствуешь? Да. Хорошо. Руки только чуть устали. Потому что ты вытянутый сидишь. Наклони чуть-чуть, вот так. Смотри. Вот это вот, чтобы у тебя... Нет, сюда, вот так, вниз, вот так. Во. Вот здесь, вот тогда у тебя здесь вот это лёгко. Тебя вот здесь у тебя будет скоро тянуть. Вот так вот сиди, тогда у тебя вот этот вот чуть-чуть вперед и все. Чуть-чуть осталось. Я с собрахать до кафешки хочу дотянуть уже, да и все. А там уже посидим полчасика спокойно. Ну давай. Да? Я не быстро, нормально? Все? Нормально. Ну уже более-менее, да. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth.
Так, в принципе, красивая дорожка. Очень, я кайфую. Я здесь вот пару раз был. Блин, говорю, надо запомнить, надо обязательно сюда еще раз приехать. И вот сегодня такой день выдался, когда просто вот на днях обещали страшную опять погоду. Я сказал, все, сегодня прям поеду. Поеду до вечера. Вот уже и горы, вот они уже и горы, вот они повороты. Красотища. Мечта для любого байкера, потому что тут едешь, где-то повороты, красота. Здесь, конечно, да, вот уже знаки стоят, умфель-курвы, здесь часто аварии, туды и сюда, потому что у нас некоторые товарищи, они не понимают этого, да, если стоит 70, они тут летят 150 в поворот, залетают его, закладывают. Ну, все, конечно, красиво, но аварии тоже часто. Здесь у нас масло разлито, и этими коленками нашлифовали. Грузовик полтинник. Здесь, в принципе, я могу себе представить, что какая-нибудь там супер спортуха летит, как я не знаю что. Да, мы здесь были с Максом в том году, я помню. Ich würde gerne noch einen Kaffee. Schönen Abend, ciao. Такая маленькая мне с собой. You're worse, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can and I won't. That's what guides me the most. Fuck your lies, I'll do what I want. The gas and the man of the set, never leave. She's so bad, she made the black. The gas and the man of the set, never leave. She's so bad, she made the black. The gas and the man of the set, never leave. She's so bad, she made the black. The gas and the man of the set, never leave. She's so bad. Готов. Еще вместе рубанули уже 240 километров. Он уже, у него все болит. Завтра он будет помирать, потому что у него будет везде мышцы тянуть. Ну это все ж непривычки же, все правильно. Когда-то мне так хреновасто было. Ну и что ты решил повернуть сюда теперь? Вот ты смотри, а. Улыбаемся, алло. Да ёпрсы ты. Так, вот это, конечно, жестко тут. Обалдеть, то есть был мост. Они вообще его снесли, что ли? Ага, они строят новый. Окей. Прикольно. Здесь, вот уже новый кусок. Будет, наверное, будет. Здесь, наверное, просто будут съезды. Блин. Вот это да. Вот сколько я здесь не был? Год. А если бы здесь 10 лет не было, они вообще какой-нибудь дом построили тут возле моста. Офигеть, за год что натворили, а? Движемся домой. Сейчас я Алексея провожу. В принципе, почти до того места, где мы встретились. Ну, не совсем. Но, по крайней мере, до той заправки крайней, где мы хотели заправить домам. Если вот, я думаю, я когда домой приеду, мне еще дальше домой, кстати, ехать дальше, чем ему. Ну, километров на 20, скажем, да. И тогда я уже точно буду знать километраж и скажу ему, типа, ну вот. Типа, столько-то проехали мы сегодня, да.
gotta focus on yourself, on your faith, on your dreams, on your mind, on your health, yeah. You gotta work, never tell, keep your head down, find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate, go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Du bist kurz vor Delbrück. Delbrück ist das. Daher, in die Richtung, ja? In die Richtung ist Delbrück. Ja, genau. Was ist? Es hat einmal kurz geknallt und jetzt sagt der Anlasser nichts mehr. Wenn ich auf angehe, kein Geräusch, kein nichts. Strom hat sie. Die Sicherung habe ich gerade einmal gecheckt, Ja. aber kommt nichts. Also Licht hat sie, Ja, Licht, das ist ja. ja. Nur der Anlasser sagt nichts. Ja. Aber es riecht nach Sprit auch, ne? Ein bisschen. Ja, das tut sie aber gefühlt immer. Ah, okay. Okay. Ja, das ist Ne, jetzt ist. genau. Ist auf. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht Schrauber seid oder so. Ja, Mehr, ja. Ja, okay, schon. ja, schon, aber Einmal kurz geknallt Problem ist ja. und jetzt sagt die einfach nichts und der Anlasser sagt auch nichts mehr, also überhaupt kein Geräusch macht er. Ja, das ist das, ja. Die Sicherung einmal alle rausgezogen und Ja, das auch, 30er auch geguckt. Nee, das habe ich nicht geguckt. Von Anlasser muss er auch Relais Klick machen, ne? Wenn das. Ja. Was hast du da? Da sind die Sicherungen. Geht's natürlich dann zu Strom. Aber so wie das aussieht. Ja, also, Und sonst alle andere Sachen geht, oder? ja, so Licht hat sie, Hupe ging gerade auf. Ja. Wenn wir probieren so anschieben? Anschieben. Ja, natürlich. Du hast ja Getriebe. Das ist ja keine Automatik. Weißt du, wenn er jetzt anspringt ohne Dings, dann ist es Anlasser einfach tauschen und gut ist. Ja, das wäre perfekt. Ich weiß noch nicht, die Gänge, da müsste noch einer drin sein. Ich weiß nicht, ob die auch neutral direkt geht. Ich glaube nicht, Muss. weil er sagt es halt nicht. Warte. Ja, schieb mal. Okay, Ja. das mal Geschwindigkeit an. Ja, nein, guck. So. Vielen Dank. Na komm, jetzt müssen wir probieren. Aber wie gesagt, neutral ist auf jeden Fall nicht drin. So, komm nochmal. Also das war anders als das irgendwas. Jetzt natürlich nicht absaufen, ne? Bisschen mehr Gas und los. Ja, ey, Wo wohnst du denn? Lippstadt. Ja, Da, da nach links, ne? da nach links. Und dann nochmal nach links. Danke, ey. Wir kommen ja gerade von da. Vielen Dank. Anzeige nicht, aber die hat jetzt 116 Kilometer, 11 Liter Tank. Also hast du Dings auf 0 gedrückt? Ich nutze dafür den Zähler einfach. Gut. Ich könnte auch auf Reserve gehen, weil da sind auf jeden Fall 3 Liter drin. Ich habe jetzt hier auf On, so müsste das richtig eigentlich sein, ne? Aber wie gesagt, ne? Von der Ampel lieber ein bisschen mehr Gas. Pack mal ein, ich warte noch ein bisschen. Ja, oder? Ja, wenn es etwas andere Maschine wäre, wäre es schwieriger. Aber da geht auch schon gut. Ja, das ist So. Vielen Dank, ne? Kein Problem. Viel Spaß noch.
ходу дела у него стартер сдох, это анласер по-немецки, стартер по-русски. Вот вам и пожалуйста. Мы его с толкача, короче, завели. Получается, тянет он неплохо, звук офигенный, но это же Honda. А так Honda в принципе не ломается. Никогда не надо оставлять другого в беде, помогайте друг другу. Это вам по-любому зачтется когда-нибудь. На добро отвечать добром, вот и все. Километров осталось. 58 километров осталось. На улице начинает потихоньку солнце садиться, все темнеет. Ну, в принципе, у нас сейчас 9 вечера. До 9 вечера это еще очень светло. Так что наслаждаемся вот этими классными деньками, потому что это скоро закончится. Мы сейчас приедем на заправку, заправимся. Думаю, успеем. Я уже как-то привык. Все. Человеку, говорит, боли не чувствует. И машина навстречу. Вот дебилоид, ну реально. Он пролетел сейчас прям на встречную, там уже Ауди летела. Сейчас бы ей дал бы лоб в лоб, и все. Людей мозгов вообще. Ой-ой-ой-ой. Что у вас так мозгов-то мало? Ну, колесо такое грязное, как будто он куда-то... Ай-яй-яй-яй. Сейчас приедет, заправится, приедет, поставит мотоцикл и все. Завтра ему его отдавать. Я думаю, он уже завтра на нем сильно никуда не поедет.